Ребята, всем привет! Те, кто давно знаком с моим каналом, знают, что я увлекаюсь 3D-печатью. И в то время, когда нормальные люди традиционно печатают фигурки различных персонажей, мое направление творчества очень редкое. Я увлекаюсь печатью мини-моделей различных электронных устройств. Я совсем недавно купил 3D-принтер и нахожусь, можно сказать, только в начале своего пути. Изучаю пластики, материалы и технологии создания миниатюр. Ну и, конечно, модели, куда без них. Здесь есть своя специфика, поэтому я создаю их сам, как правило, в 3D Max. Раскраска также неотъемлемая часть этого творческого процесса. Кому интересно, подписывайтесь, у меня на канале периодически выходят видео про это направление моего творчества. Мне приходится часто экспериментировать с различными пластиками и соплами, и об этом пойдет сегодня речь. Недавно я столкнулся с задачей, которая потребовала использовать угленаполненный пластик. И как вы знаете, такой материал воздействует на сопло как абразив. Я применяю принтеры производства Bambu Lab, и сама компания рекомендует для подобных материалов использовать сопла только из закаленной стали. Но даже они, конечно, подвержены износу в моменты применения суровых филаментов. Вообще, такие пластики я беру достаточно редко, и мне стало жалко портить дорогое фирменное сопло. Я решил обратиться к AliExpress, испытать неоригинальный хатенд из закаленной стали. Стоит оно в несколько раз дешевле фирменного, а насколько качественно может печатать, сегодня мы с вами и выясним. Никогда еще замена сопла не была такой легкой и простой, как это придумала компания Bambu Lab. Просто одно вытаскиваешь, другое вставляешь, никаких проводов. И это, конечно, сподвигло меня попробовать сопла сторонних производителей для каких-то разовых задач со сложными пластиками. Они бывают разных диаметров и из разных материалов. На рынке сейчас широко представлены вот такие оригинальные хатенды, но стоят они традиционно дорого. Я вообще сторонник оригинальных аксессуаров, но когда я беру угленаполненный пластик, зная, что он с первой же минуты начнет портить сопло, лучше я попробую для этой задачи что-то недорогое, неоригинальное. Для испытания я подобрал на AliExpress оптимальный вариант по цене и качеству. Это хатенд стороннего производителя, но так же как и оригинал, выполненный из закаленной стали. Вот в такой коробке он поставляется с ключиками. Зачем они нужны, я скажу далее. Я думаю, что многим будет интересно узнать, качественная эта вещь или то, что сломает ваш принтер. На первый взгляд хатенд выглядит очень достойно, с таким же, как у оригинала, силиконовым жаропрочным колпачком. Тот же материал исполнения, плюс, в отличие от оригинала, еще и сменный наконечник. Они бывают диаметром 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мм. Также у продавца есть хатенды с увеличенной подачей и, соответственно, большей скоростью печати. Но лично я не рекомендовал бы еще и с этим экспериментировать, чтобы просто не перегружать двигатель подачи материала. В целом сопла выглядят как будто одинаково, и возникает резонный вопрос, а стоит ли переплачивать за оригинал? Вот давайте вместе с вами сегодня в этом и разберемся. Это мое оригинальное сопло от Bambu Lab, которое я использую в повседневной печати. Оно шло в комплекте с принтером. Наконечник из закаленной стали диаметром 0,4 мм. Милый кораблик Banshee станет для нас отправной точкой, но сначала давайте посмотрим на сами сопла.
Они очень похожи, отличие только в том, что наконечник у сопла с AliExpress съемный. Именно для этого и нужны маленькие гаечные ключики. В теории можно не менять потом все сопло, а поменять только наконечник. Но ключи в комплекте здесь на самом деле не для этого. В упаковке с хатендом мы находим мини-предупреждение, в котором сказано: во избежание протечки филамента перед первым использованием нагрейте сопло до 200 градусов и затяните наконечник. Именно поэтому на корпусе сопла с AliExpress мы видим специальное углубление для гаечного ключа, потому что наконечник можно снять, а у оригинального сопла он несъемный. Ну а так, в целом все то же самое: радиатор, силиконовый колпачок и магнит, который успешно магнитится. Идея и логика затянуть хатенд на горячую понятна, но не так проста в реализации, как кажется, либо я что-то не понимаю. Чтобы сопло разогреть, нужно вставить его в принтер, ну а тогда подлезть ключом никак не получится. В итоге я не придумал ничего лучше, как воспользоваться паяльной станцией. Надо отметить, что сопло было затянуто достаточно сильно, и даже после того, как я его нагрел, по ощущениям, ни на миллиметр я не смог его еще дополнительно затянуть, а тянул я сильно, даже на металле осталась вмятина. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Однако, наученный страшилками из интернета, что какие-то там левые китайские сопла могут протекать мимо хатенда, я решил не торопиться с выводами и внимательно понаблюдать за соплом без кожуха, запустив тестовую печать. Миссия состояла в том, чтобы вовремя заметить протечку из-под резьбы, если она будет, и моментально остановить процесс. Я специально не стал сразу печатать кораблик бенча, потому что, возможно, я не знаю точно, что из-за отсутствующего силиконового чехла будут теплопотери на хатенде. Поэтому я запустил на тест просто маленький кубик и наблюдал. Конечно, качество печати кубика было второстепенно, главная задача была заметить протечку сопла, но на самом деле кубик получился шикарно. Для его печати, а также для корабликов бенчи я использовал фирменный PLA-пластик от Bamboo Lab. Что касается сопла, я его внимательно рассматривал со всех сторон, не обнаружил никаких проблем и протечек. Хатенд показал себя с самой лучшей стороны, поэтому закрываем его силиконовым кожухом и переходим к печати второго кораблика бенча. То есть один у нас будет напечатан фирменным оригинальным соплом, а второй соплом с AliExpress. Тот же пластик, те же настройки, все абсолютно одинаково. Да, на самом деле так сразу не поймешь, кто где, поэтому я решил пометить свои кораблики. Бенчи, обозначенные белым цветом, это кораблик, напечатанный соплом Bamboo Lab, а черный маркер — это сопло с AliExpress. Разница в цене между ними, в зависимости от торговой площадки, может составлять от 5 до 10 раз. А качество — давайте смотреть.
Ну, ребят, хрен его знает. Честно скажу, если бы я не пометил их маркерами, я бы вообще запутался кто где. А вы как считаете? Поделитесь своим мнением в комментариях, мне было бы интересно. Разница, по большому счету, настолько незаметна и малоуловима, что и говорить не о чем, учитывая огромную разницу в цене. Я, честно говоря, под впечатлением остался очень доволен, учитывая то, что это сопло я буду использовать только для печати угленаполненным пластиком. Ну, вообще огонь. И, кстати, о этом пластике. Вот эта синяя полоса напечатана китайским соплом, который я сегодня вам и показываю. Посмотрите на качество, оно безупречно. На этом мой обзор подошел к концу, я рад, что в результате теста ни один принтер не пострадал. Более того, я считаю, что вот эти бюджетные сопла с AliExpress получились просто отличные, у них великолепное качество печати. Мне они помогут сберечь оригинальный хат-энд при использовании абразивных филаментов. Ну а как там будет дальше, насколько долго они прослужат, уже покажет время. На этом все. Если данная информация оказалась вам полезной, значит я старался не зря, и может быть вы поставите мне лайк, мне будет приятно. Всем пока!